знаете ли вы, что бегемоты – отличные домашние питомцы? А как насчет гориллы, узнавшей своего хозяина после длительной разлуки? Не верите, что такое возможно? Что ж, тогда я, пожалуй, расскажу вам эти и другие замечательные истории дружбы людей с животными. А в конце ролика вы узнаете про невероятно опасного питомца, с которым смог подружиться один смельчак. Приятного просмотра. Хатико. Начну я, пожалуй, с самой известной истории, которую множество раз упоминали в СМИ и по которой снято сразу несколько фильмов. Наверное, вы все уже догадались, что я имею в виду Хатико. Эта история берет свое начало в 1923 году, когда трехмесячного малыша породы Акита-Ину подарили профессору Хидесабуро Уэна из Токийского университета. Хвостатый товарищ каждый раз сопровождал своего хозяина до станции Сибуя, где они вместе ждали прибытия поезда. К сожалению, на работу с собакиными нельзя. Поэтому малыш только провожал профессора, а сам послушно шагал домой. Но потом каждый раз обязательно возвращался на станцию, дабы встретить там своего хозяина. Самое интересное, что пёсель никогда не опаздывал и не пропускал эти долгожданные встречи. К сожалению, однажды профессор не вернулся, он скончался от инфаркта прямо в университете. Вот только верный малыш продолжал приходить на станцию каждый день на протяжении 9 лет. Вы просто представьте, что чувствовал этот бедный пес, потерявший своего самого близкого человека. Сам Хатико скончался в возрасте 12 лет. Еще при жизни ему установили памятник. Каждый раз, когда я читаю эту историю, она напоминает мне о верности и любви, которые могут существовать даже в самых сложных обстоятельствах. Бегемотик. Вообще, собакины еще с давних времен друзья человека, и каждая история дружбы с этими пушистиками по-своему интересна и необычна. Но давайте я расскажу вам про что-то более удивительное. Например, про домашнего бегемота. В 2000 году, во время наводнения в Лимпопо, маленький бегемот оказался выброшен на берег недалеко от дома семьи Жубер. Малышу было всего около 5 часов от роду, и без человеческой помощи он бы просто не выжил. Тогда рейнджер Тони Жубер и его жена Ширли, у которых не было своих детей, решили взять бегемотиху к себе и дали ей кличку Джессика. Они начали всячески заботиться о ней, кормить, ухаживать, гладить, играть. И постепенно Джессика стала полноправным членом их семьи. Сейчас бегемотихе уже 24 года, и весит она около 2 тонн. Вы можете себе это представить? Вообще, эта история может показаться не очень удивительной, потому что бегемоты травоядные и считаются безопасными для человека. Однако, это ошибочное мнение. Бегемоты могут не только покалечить, но и убить. Правда, за все эти годы Джессика ни разу не проявила агрессии. Более того, она защищает своих родителей. От кого? Ну, например, от крокодилов, когда семья заходит в воду. Также Джессика обожает южноафриканский чай ройбос, и Ширли заваривает ей по несколько ведер этого божественного напитка ежедневно. Бегемотиха также любит сладкий картофель, общение и даже просмотр телевизора. Необычные увлечения для дикого животного, согласитесь? Джессика – самый знаменитый гиппопотам в мире. О ней снято более сотни документальных фильмов, и она остается одной из главных достопримечательностей ЮАР, так любимый туристами. Медведь Шафер. Многие из вас явно слышали различные стереотипы о русских, например, про домашних русских медведей. Но слышали ли вы что-то такое про американцев? Нет? Давайте расскажу. В 2002 году американец Кейси Андерсон узнал у одного русского секрет приручения гризли. Я его, кстати, тоже знаю, но вам не расскажу, а то всех медведей себе еще уведете. Так вот, Кейси выкрал тайные сведения и благодаря ним смог приютить одного маленького медвежонка по кличке Брут. Бруту не хватило места в заповеднике, и если бы не смелый мужчина, малыша ждала не самая приятная судьба. Но, к счастью, все обернулось иначе. Этот мохнатый товарищ оказался очень ласковым и нежным питомцем, который почти сразу же стал полноценным членом семьи. А когда малыш подрос, в 2008 году Кейси решил жениться на актрисе Мисси Пайл, и в качестве шафера на свадьбу он выбрал именно своего мохнатого дружбана. Брут отлично справился со своей ролью и даже пошел дальше по карьерной лестнице. Решил стать актером. Теперь у Мишки есть своя собственная телепередача, поддерживаемая National Geographic. Благодаря этой программе Кейси с Брутом развеивают стереотипы о гризли, показывая, что они самые настоящие пушистые булочки, а не какие-то там кровожадные хищники. А если вы думаете, что Брута нужно выпустить на волю, то вы сильно заблуждаетесь. Ведь прожив такое количество времени в человеческой любви и заботе, Брут просто не сможет выжить в жестоком мире дикой природы. К тому же ему и дома очень даже нравится бизон Шафер.
Но не только медведи являются отличными шаферами. Есть еще бизоны. Да-да, именно эти большие и рогатые создания. Американская пара Ронни и Шерон разводили стадо бизонов численностью более 50 голов. Однако со временем они уже не смогли заботиться о животных и вынуждены были всех их продать. Всех, кроме одного. Маленького теленка по имени Дикарь. Дикарь превратился в настоящего члена семьи. Он свободно перемещался по дому, смотрел телевизор, сопровождал семью на пикниках и даже завтракал вместе со всеми за одним столом. Невероятно, как из такого крупного и изначально дикого животного вышел ласковый и дружелюбный питомец. Бриджесы считают, что любовь и забота, которыми они окружили дикаря, сделали его таким послушным и миролюбивым. Я, кстати, полностью с ними согласен, и, досмотрев это видео до конца, вы тоже в этом убедитесь. Месси и Герда. Котиков ведь все любят, правда? Тогда сейчас я расскажу вам именно про них, но не про обычных. В 2017 году супруги Александр и Мария Дмитриевы увидели крохотную пуму по кличке Месси в российском зоопарке. У бедняжки были серьезные проблемы со здоровьем и большой недовес. Куда вообще смотрели сотрудники этого заведения? И неизвестно, как сложилась бы судьба этой крохи, если бы семья Дмитриевых не решила забрать ее к себе. Сейчас с пумой все хорошо, ведь Александр с Марией делают все для комфортного проживания питомца, следят за его здоровьем, кормят, занимаются спортом и воспитанием. Они даже продали квартиру и переехали в огромный загородный дом ради своей любимицы, а Месси же ведет себя как самая настоящая кошечка, спит вместе с хозяевами, играется и очень сильно скучает, когда те уходят по делам. Замечательная история, правда? Но это еще не все. Совсем недавно семья Дмитриевых решила завести друга для Месси, гепарда по кличке Герда. Он, конечно, находится в большом вольере, но ему частенько разрешают прогуляться по участку и даже забежать в дом. Так что теперь Месси не скучно одной, ведь рядом всегда есть Герда, Большой Лёва. Домашние гепарды и пумы – это, конечно, интересно, но как насчет по-настоящему больших кошечек? В 1970 году англичане Джон Рэндалл и Энтони Берк приобрели львенка, которого назвали Кристианом. Малыш жил в подвале мебельного магазина и ни в чем себе не отказывал. Его вкусно кормили, ухаживали и, конечно же, гладили. Но со временем Кристиан превратился из маленького львенка в большую статную кошечку. И тогда хозяева, посоветовавшись с натуралистом Джорджем Адамсом, решили выпустить его на волю в кенийский заповедник Кора. Там Кристиан присоединился к Прайду, возглавляемому львом по имени Мальчик, а после смерти главаря сам стал королем Прайда. Через несколько лет Джон и Энтони отправились в Кению, чтобы вновь увидеть своего любимого питомца. Правда, была вероятность, что Кристиан их не узнает, и сначала казалось, что так и есть. Лев был насторожен при виде двух мужчин. Однако вскоре он радостно подбежал к бывшим хозяевам, встал на задние лапы и обнял их передними. Вот это я понимаю. Друзья навек. Друзья из джунглей. Кстати, вы знали, что обезьяна – лучший друг человека? Нет? Тогда, пожалуй, расскажу вам историю Квиби, гориллы, которую однажды привезли в зоопарк к Демиану Аспиналу. К сожалению, эта малышка осталась без родителей по вине браконьеров и без посторонней помощи не смогла бы выжить в дикой природе. В зоопарке ей не хватало места, поэтому Демиан решил оставить беднягу себе. Со временем Демиан и Квиби привязались друг к другу и стали отличными товарищами. Но Демиан был экологом и понимал, что в возрасте 5 лет малышке Квиби пора на волю, в джунгли Габона. Очень тяжело расставание, не правда ли? Спустя еще 5 лет Демиан решил отправиться в Габон, чтобы разыскать там своего верного друга и узнать, как он смог адаптироваться к дикой природе. На том самом месте, где они виделись в прошлый раз, Демиан решил позвать малыша. Неожиданно для всех Квиби выбежал из кустов и полез обниматься со своим старым другом. Этот момент был даже запечатлен на камеру и получил широкое освещение в СМИ. Волчонок. Наверное, все вы слышали поговорку «волков боятся, в лес не ходить». Следующая история поможет вам справиться с этим страхом. Известный британский зоолог Шон Эллис еще с раннего детства интересовался дикой природой. Но книжки и наблюдения издалека – это для слабаков. Поэтому Эллис стал известен благодаря своему уникальному подходу к исследованию волков. Он решил жить среди них. И все не так просто, как вы думаете. Эллис не только жил с волками, но и провел много времени, подражая их поведению. Он
попытался стать частью стаи, научился двигаться, выть и даже питаться как волк. Звучит, конечно, интересно, но питаться как волк я бы не смог, хотя кусать за бочок я очень даже не против. За годы исследований Эллис установил прочные связи с несколькими стаями. Его исследования получили широкое освещение в СМИ, благодаря чему мужчина стал героем нескольких документальных фильмов. Эллис также написал несколько книг о своей жизни и работе с волками, где поделился своими открытиями и опытом. Я даже одну из них читал, вроде «Красная шапочка» называется. Косолапый товарищ. Вы когда-нибудь плавали со своими домашними питомцами? Наверное, да. А Марк Дюма – единственный в мире мужчина, которому удалось поплавать с белым медведем. Звучит дико, не правда ли? Марк – дрессировщик белых медведей с более чем 40-летним опытом работы. Однажды он обучал мишку по кличке Эйджи сниматься в рекламе. Но что-то пошло не так, и Эйджи стал воспринимать Марка в качестве матери. И их отношения сохраняются до сих пор, несмотря на то, что Эйджи уже совсем взрослая медведица. Вы только представьте, они вместе спят, обнимаются, кушают и даже целуются. Марк совсем не боится засовывать свою голову в гигантскую пасть питомца, а Эйджи свободно играет с другими домашними животными. Марк утверждает, что способен чувствовать Эйджи и знает, как безопасно с ней общаться. Он признает ее главной и следует ее правилам. У медведицы, кстати, есть безопасное место, которое можно назвать домом, но список ее гостей ограничен Марком и его женой Доун, ведь случайный человек может стать для Эйджи вкусным обедом. Эйджи – единственный белый медведь, работающий в киноиндустрии. Она обладает многолетним опытом и высоким профессионализмом. Медведица снималась в кино во всем мире и даже в клипе группы Металлика «Шимпанзе Мама». Ну а следующая короткая история способна растрогать любого. Шимпанзе по имени Мама была матриархом большой колонии в зоопарке Бургерс. Ну то есть на протяжении многих лет была главной там. И за долгие годы между мамой и зоологом Яном Ван Хофу возникла тесная связь. Они постоянно проводили время вместе, и их дружба длилась уже более 40 лет. Однако потом мужчина был вынужден выйти на пенсию, годы брали свое. Прошло еще 10 лет. Яну Ван Хофу уже исполнилось 80, а мама готовилась разменять 7-й десяток. Вот только за месяц 59-го дня рождения мама сильно ослабла. Мужчина хоть и давно не видел свою подопечную, но узнав о ее критическом состоянии, приехал попрощаться. Во время прощания кто-то из присутствовавших снял все на видео. С тех пор запись собрала более 100 миллионов просмотров. Я тоже не удержался от просмотра. На видео мама лежит неподвижно на соломенной подстилке, отказывается от пищи и воды. Смотрители безуспешно пытаются накормить ее с ложечки. Шимпанзе апатична и отстранена. Она на грани смерти. В какой-то момент появляется Ян и начинает ласково гладить ее. Тогда на наших глазах мама начинает оживать, поднимает голову, словно пытаясь понять, кто пришел ее навестить. Вдруг раздается радостный вопль. «Да, это я», — говорит Ян, мягко похлопывая свою старую подругу. Ну а тут слова просто излишни. На этом моменте шимпанзе начинает улыбаться. Ян шепчет ей ободряющие слова. Мама нежно проводит пальцами по его лицу и ерошит волосы, а затем притягивает мужчину к себе, и они остаются в молчаливом объятии. Вскоре мама снова сворачивается клубочком и спустя несколько недель умирает. Крокодил Поко. Ну а теперь то, чего все вы наверняка очень ждали. История самого настоящего домашнего крокодила. В 1989 году Гилберт Шеден нашел маленького крокодила на берегу реки Ребентазон в Коста-Рико. Животное было истощено и находилось на грани смерти после того, как его подстрелил фермер, защищавший корову. Гилберт, обладая большим состраданием и любовью к животным, решил забрать малыша к себе домой, где начал его выхаживать. Шеден тратил очень много времени и усилий на лечение зверя, включая использование лекарств, кормление рыбой и цыплятами. В конце концов, малыш поправился, и Гилберт решил дать ему кличку – Поко. А потом выпустил нового друга в реку, хотя очень не хотел этого, но понимал, что зверю нужно вернуться в естественную среду обитания. Однако, на этом их история не заканчивается. Поко отказался возвращаться домой, и на следующее утро мужчина обнаружил его на своей веранде. Соседи Гилберта даже стали называть мужчину Чита – крокодильем шаманом. Так что смельчак все же решил оставить Поко у себя и посвятил множество часов на установление доверительных отношений с малышом. Благодаря этому Гилберт и Поко стали невероятно близки. Они плавали вместе, играли и даже участвовали в шоу, которые хозяин регулярно устраивал для туристов и местных жителей. Поко прожил отличную жизнь и умер естественной смертью в 2011 году, а его чучело находится в местном городском музее. Удивительно, что за 20 лет Поко ни разу не проявил агрессии не только к хозяину, но и к другим людям. Но главное
главное, помните, что почти все люди из этого ролика – профессионалы своего дела, и просто так лучше не соваться к диким животным, ведь это может очень плохо кончиться. Кстати, пишите в комментариях, кто вам больше всего понравился. Лично мне – пума Месси, ради которой хозяева построили огромный дом. Ну а если вы тоже хотите себе шикарную виллу с видом на океан, я знаю, что вам предложить. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите в нашего телеграм-бота по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр.